Всем привет! Сегодня я продолжаю рассказ про свою пластилиновую машину, как я ее строю и как я ее буду строить. И первое, что я расскажу, это почему я начал ее делать из пластилина. Ну, правильно сказать, точнее, не всю машину делать, конечно, а это макет машины. И существует куча новых технологий, о которых уже не один раз мне упоминали в комментариях, что типа почему я не сделал там трехмерную модель, а потом ее не вырезал на различных 3D-станках от деревообрабатывающих до металлообрабатывающих. Ну, во-первых, я не делаю копию какой-то существующей машины. И у меня нет лекала, с которого я бы снял копию. Да и вообще я очень негативно отношусь ко всем этим копиям. Я строю свою личную машину на основе видео и зарисовок концепт-кара 2008 года от Mitsubishi. Я строю 5-й Eclipse, но это моя машина, это мое видение машины, и он лишь приблизительно будет похож на тот. То есть я не делаю копию другой машины, тем более существующей. Поэтому я делаю все из тех материалов, которые считаю нужными, а больше всего мне нравится для моделирования несуществующих моделей это скульпторский пластилин. Я пробовал в свое время создавать макеты из монтажной пены, из пенопласта, ну, в общем, куча разных материалов. Но вот скульпторский пластилин мне больше всего нравится в работе, а самое главное, он мне нравится тем, что я всегда могу модифицировать форму прямо на ходу. То есть вот захотелось мне сейчас вот здесь где-то что-то вмять, я вмял. Захотелось сделать выпуклость, я сделал выпуклость. Я могу очень быстро менять форму, и самое главное, я могу представлять, гадать, мечтать. Да? То есть я пока не знаю, что я хочу 100%, и вот пластилин мне позволяет творческое, ну, выразить свою мысль, как делают скульпторы, да? Как они делают свои скульптуры. То есть не копию какого-то человека, а именно фантазия. Вот в этом плане пластилин мне очень нравится. И я поэтому выбираю именно пластилин. Пластилин бывает разных видов. Вот у меня есть коробочка. Вот пластилин скульптурный, оливковый, М, мягкий. Вот телесный, мягкий. Вот коробочка, если не ошибаюсь, с твердым. Да. Оливковый, Т твердый. А самое главное достоинство этого скульптурного пластилина в том, что его можно использовать не один раз. Вот у меня есть остатки былой роскоши. Такая куча килограмм, наверное, на 50. Это часть моего старого обвеса, который я делал на другую машину. И вот я его ободрал. Он валялся у меня в разных неподходящих условиях. Вот он весь в пыли и грязи. И, в принципе, это не помешает его использовать еще один раз. Как видно, от долгого лежания и перепада температуры он немножко разошелся на две составляющие. Вот это воск, который входит в состав этого пластилина, чтобы он меньше лип к рукам. Потом я этот пластилин, что новый, что старый, нарезаю на маленькие кусочки, чтобы их можно было расплавить. Ну и вот у меня есть такая небольшая самодельная камера из коробки из-под тормозных дисков, в которую вставлен строительный фен. И вот нарезанные кусочки здесь загорают, плавятся, и после того, как они расплавятся до температуры, которых можно легко мять, вот их можно очень легко обрабатывать
разминать и уже наносить на кузов машины в те места, которые нужны. То есть, чем, собственно говоря, сейчас и продолжим заниматься. Ну а это я немножко увлекся и расплавил пластилин чересчур сильно. Он превратился в такую кашу. Теперь придется ждать, пока он немножко затвердеет, потому что взять его в руки практически нереально. Но зато он перемешается более качественно. Так, раз такая пауза, что я сейчас делаю? Я вывожу основные плоскости, грубые плоскости, которые потом буду уже шлифовать. Хотя, в принципе, если шлифовать параллельно нанесению пластилина, то, конечно, будет сразу видно результат. То есть сразу будет видна форма более четкая, более гладкая. Ну, я уже один раз эту форму видел, по крайней мере, одну сторону я уже шлифовал, поэтому мне сейчас не очень-то интересно смотреть, насколько точные формы получатся. Мне сейчас надо уже готовить формы к более финальному виду. И, соответственно, поэтому я буду носить сейчас пластилин до той поры, пока мне весь объем плоскостей не понравится. Точнее, до той поры, пока мне понравится весь объем плоскостей. То есть я заполню плоскости так, с избытком, чтобы потом я мог их снимать, и нигде у меня особо не появлялась яма. Наоборот, везде появлялись бугры, которые я буду снимать. Потому что бугры снимать проще, чем залатывать ямы. Бугры можно шлифовать. Потом инструмент, которым я буду работать, я, конечно же, покажу. А сейчас небольшой лайфхак. Вы, наверное, заметили, что я все время работал в перчатках. А в предыдущей серии, например, я все делал руками. Да, вот действительно, если взять перчатки с резиновым покрытием, то можно довольно-таки избавить себя от самого главного, это от грязи рук. Вот. Но не всегда получается работать в перчатках. Иногда форма требует вмешательства голых рук. Поэтому я раз делаю так, иногда перчаток просто под рукой нету с резиновым покрытием, а любые тряпочные и другие не подходят, потому что они забиваются моментально. Вот с резиновым покрытием такой лайфхак можно использовать вполне долго. Еще один момент в пользу пластилина. Куча ребят, которые делают что-то в гаражах, самым оптимальным для них этот материал будет те, которые делают вот какие-то небольшие изменения в геометрии своего кузова, будь то там ТАСС или какая-то маленькая Lamborghini. Так, ну, в общем-то, можно подвести промежуточный итог. Основные плоскости я заполнил. Конечно, остались еще несколько массивных довольно-таки провалов. Сейчас я их заполню. И, в общем-то, можно будет считать, что можно переходить к шлифовке всех этих плоскостей. Итак, что у меня сейчас не так? Вот в этой плоскости у меня провал. Не знаю, как его показать. Вот так, наверное, видно. Плоскость нижняя перехода на арку тоже сейчас у меня вогнута, должна быть более пологая, более прямая. Ну, фару я сейчас пока вообще не рассматриваю. Передняя плоскость, в принципе, уже залита хорошо, довольно массивно. И левая плоскость тоже провал большой у меня с крыла на арку. Ну и также внизу огромный провал на плоскости
на нижний. Ну, а так, в принципе, довольно красивая картина получается. Не знаю, насколько это передает камера, но вживую это все смотрится прикольно. Ну что, сейчас помну еще пару десятков килограмм пластилина и попробую начать выводить чистовые плоскости. По крайней мере, верхние части, крыло, капот и часть вот над фарой я попробую уже подчистить на, ну не на суперчистовую, но, по крайней мере, так, вывести уже из вот этого ребристого состояния в более ровное. Ну, сейчас я посмотрю, пластилин мой, наверное, уже подостыл. Ну, да, вот он стал потверже. Можно уже его брать и продолжать мять. Вот так вот к рукам он липнет и не всегда очищается. Потом ногти, все-все-все, ну, особенно всякие кольца. Лучше снимать, по возможности, если они снимаются. Ну, либо работать в перчатках я делаю. Так что продолжаю свою лепку. В формате таймлапс, конечно, это все выглядит прикольно. На самом деле на этот процесс уходит, конечно, масса времени, но этот процесс интересный. То есть ты каждый миллиметр чувствуешь, что как меняется, где какая форма. Ну, не знаю. То есть с моей стороны, мне кажется, что лепка из пластилина – это вот такое магическое занятие. И мне оно нравится. Друзья, не знаю, насколько на видео видно изменения, которые произошли за сегодняшний день, но я думаю, таймлапс, который сейчас пролетал, он показывает весь объем работы, который я проделал. Я доволен сегодняшним днем. Я сделал большой участок работы, в принципе, заполнил все плоскости, которые хотел, но так и не приступил к шлифовке. Хотя, если я буду уделять хотя бы один день в неделю своему проекту, то, я думаю, рано или поздно я закончу его. Спешить особо-то некуда. Хочу выразить огромную благодарность тем людям, которые присылали уже донаты. И никак не ожидал, что, в принципе, даже я не особо, даже вообще не выкладывая никаких реквизитов, видимо, знакомые, кто знал мой телефон, уже присылали определенные суммы. Спасибо вам огромное. Я их потрачу на развитие этого проекта. Ну, а в принципе, постараюсь все-таки организовать какой-то электронный способ приема ваших донатов, чтобы была, соответственно, какая-то видимость, отчетность о том, что какие деньги пришли и на что они потом будут потрачены. Ну так, что же все-таки я сегодня сделал? Вот если подвести определенный итог, ну вот визуально мне, конечно, глазами видно прям глобальные изменения. Не знаю, насколько это покажет камера. Но вот все заполнилось. Даже фары уже начали похожи быть на какие-то фары. Если все еще это подстрогать и вывести, подшлифовать, то должно быть вообще все красивенько. Пока, конечно, ни о какой ровности право и лево, симметричности речь не идет. Все еще черновое. Пока самое главное – объем всех плоскостей, которые мне хочется здесь увидеть. Ну, вот такой монстрик получается. Ну, а я еще раз хочу пообещать со своей стороны, что постараюсь уделять этому проекту как минимум один раз в неделю. Постараюсь организовать прием донатов. Также хочу сказать, что, конечно же, то, что сейчас я делаю, это часть работы, это самая начальная, это малая часть всех работ, которые планируются с этой машиной. В
В свое время будут и 3D-сканирование, и 3D-фрезеровка матриц или деталей. Так что, если вам интересна вся эта тема, и если я выдержу весь этот проект до конца, то, конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, присылайте донаты. В общем, поддерживайте меня на этом нелегком пути. А на сегодня это все. Все, что я хотел сказать на сегодня. Всем удачи, всем пока.